Всех приветствую на канале Бенди Крипто, и в этом видео мы с вами поговорим про альт-сезон, начался ли он, либо когда будет полноценный альт-сезон, когда токены будут уже все улетать. Короче, сегодня будем говорить про альт-сезон, я вам покажу графики, покажу индексы, и будет очень интересно, поэтому заранее влепите этому видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Самый главный график, на который стоит ориентироваться при альт-сезоне, это доминация биткоина. Это то, сколько биткоин занимает в рынке места. И на данный момент доминация льется очень красиво. С пика она уже пролилась на 8%, и это очень хорошо. Как вы видите, некоторые альты, особенно старые, очень хорошо отстреливают. Мои цели по доминации 48-40%, сейчас она 56-75%. И в прошлых видео я говорил, что где-то в этом диапазоне я ожидаю разворот доминации, то есть когда мы сюда подросли точнее, я ожидал, что где-то здесь в этом диапазоне будет разворот, возможно какая-то проторговка, но мы начали сразу литься, и то, что доминация уже провалилась под 57, это говорит нам о том, что скорее всего она и продолжит литься, и альты начнут отстреливать. Давайте откроем месячный график, и у нас очень интересная закономерность. 2021 год, когда был очень масштабный альт-сезон, свеча, получается, вот была зеленая свеча, и прошлая закрылась красной, которая полностью перекрыла эту зеленую свечу, то есть произошло медвежье поглощение. Посмотрите, что у нас опять происходит. Зеленая свеча, красный перекрывает полностью зеленую, что происходит медвежье поглощение, и вероятность дальнейшего снижения доминации BTC очень высока. И на этом снижении доминации BTC растут в основном альткоины. Ну, биток тоже может расти вместе с альтами, но в основном биток либо становится в боковик, либо достигает своих локальных пиков, и начинается уже снижение по доминации и рост альты. В прошлом 21 цикле доминация упала за 1, 2, 3, 4, 5, за 5 месяцев упала. То есть полгода у нас есть как минимум на то, что доминация будет падать. Я ожидаю полноценный масштабный альт-сезон, когда будет просто взлетать все. Где-то весной этого года я все-таки думал, что у нас еще помаринуют, но все происходит достаточно быстро. Очень быстро доминация упала, подросла, сейчас начинает опять снижение. И возможно это у нас какая-нибудь обманка такая, мы сюда спустимся, потом опять отскок будет, и потом опять уже снижение доминации. Но такое ощущение, что доминация дальше продолжит снижение, и у нас будет рост альты. Вот для примера я открыл график самого главного альткоина, это эфириум. Посмотрите, вот видите, снижение доминации началось, и просто посмотрите, что эфириум начал делать. Он просто начал вытворять какую-то дичь и начал жестко расти. Вот то же самое нас ждет, скорее всего, в этом цикле. Вот тут было падение доминации. Сейчас у нас эфириум находится даже не на пиках. И доминация начинает у нас потихоньку спускаться. И как только доминация будет падать, эфириум будет потихоньку расти. Экосистемные токены эфириума тоже будут расти. И разные другие монеты тоже у нас покажут рост. Что касаемо биткоина, у нас направление по-прежнему смотрит вверх. То есть мы пробиваем 100 тысяч, как я это говорил в прошлых видео. Неважно, сейчас мы проторгуемся, упадем, либо вырастем. Мы в любом случае идем на 100 тысяч и выше. Мои цели, я даже не представляю, сколько биткоин может стоить в этом цикле, потому что пришел Трамп, пришла регуляция позитивная для криптовалюты, потому что Трамп за крипту, все должности финансовых, получается, учреждениях Трамп туда ставит криптонов, которые люди за крипту, поэтому мы можем очень высоко улететь в этом цикле, и в принципе это будет классно, потому что потом эта вся ликвидность из биткоина будет переливаться в альткоины, что уже происходит. Допустим, такие старички, как Ripple, показывают огромный рост, то есть вот с начала прошлого месяца он дал 383%, то есть он тут начал расти, вот 5 ноября начался рост, и все, импульс просто пошел вверх. Такие палки покупать не стоит, как по мне. Да, он может еще вырасти, до 5 баксов может вырасти, но надо было покупать здесь, но не здесь уже, реально, на хаях брать такое себе. И альт-сезон всегда начинался с того, что росли старички, то есть Ripple, Algorand показал большой рост, XLM, точно так же такие палки. И всегда альт-сезон начинался с роста старичков, потому что у старичков очень много денег, они уже в этом рынке давно, они фармят деньги на комиссиях, возможно, так где-то еще зарабатывают, и поэтому они могут позволить себе делать такие вот пампы, запускать маркетмейкеров, чтобы маркетмейкер разгонял, ритейл запрыгивал на эти зеленые палки и еще выше толкал цену. Поэтому, если вы держите альты, и ваши альты еще не выросли, ребят, просто держите, поверьте мне, улетит все, но будет улетать секторально. То есть сейчас вначале растут старички, потом, допустим, начнет расти эфир, после эфира начнут расти экосистемные проекты на эфире. Потом BNB, возможно, сеть начнет расти. То есть все улетит, но не разом. То есть все будет расти секторально. Поэтому, если что-то улетает, у вас фома лютая, вот я держу, у меня монета не растет, а та выросла, надо ее купить. Нет, просто сидите, ждите. Улетит все. Поверьте мне, у меня в основном ставка на эфир, у меня очень много L2. L2 тоже показывает рост, но не такой, как старички. И я их не собираюсь сейчас продавать. Опять же, посмотрите, где все находится. То есть, вот, кстати, ZK очень хорошо дал. Я убрал по еще 0.12, то есть он мне уже почти x2 дал, 0.13 даже, да. То есть он почти x2 дал, я на x2 заберу, то есть здесь вот где-то моя точка выхода будет, вот. То
Тут я заберу свои вложенные, ставлю бесплатные монеты. L2 на эфире тоже сейчас неплохо показывает рост. Тон у нас тоже вернулся практически до $7, но все-таки не пробил и откатился обратно. Я уверен, что доксы улетят. Можете посмотреть мое прошлое видео по доксу. Я делал такую вот зарисовку, без этого треугольника, зарисовку такую делал, что мы, скорее всего, выйдем, пробьем эту наклонную линию, сделаем ретест, проторгуемся и улетим. Пожалуйста, проторговка, улет скоро в космос будет, просто подождите. Ноткоин также. Все будет. Как только они запустят свою платформу, когда придет больше ликвидности, ноткоин тоже улетит, поэтому я это все держу и ничего не фиксирую. Недавно решил поторговать Aptos, я об этом писал даже в своем телеграм-канале, что я редко даю сделки, но все-таки решил написать. И, казалось бы, сделка, просто 100% должна отработать. Прям я был максимально в ней уверен, потому что тут у нас на росте образовался треугольник. По волновому анализу тоже тут А, Б, С, Д, Е. Выход с треугольника. Я здесь вот на выходе с треугольника заходил на дальнейшее продолжение роста. Но из-за того, что пролив произошел, у меня стоял стоп здесь, я даже пониже его поставил. То есть у меня выше стоял, я его поставил пониже, потому что образовался треугольник локально. Я за этот локальный треугольник поставил стоп. И все равно на проливе выбило. И такое будет происходить на этом рынке. Посмотрите. Просто движение на 12%, грубо говоря. И такие махинации, такие манипуляции будут происходить, будут выбивать, будут брить жесточайшим образом. Я вам сейчас покажу, как это было в прошлых циклах, поэтому бритва будет жесткая. Но если вы удерживаете спот, то вам просто остается держать до ваших целей, до снижения доминации, до определенных отметок и просто сидеть и ждать. Те, кто торгует на фьючах, очень опасно, потому что, видите, рост есть, но посмотрите, как он проходит. Он проходит с бритвами, то есть бреет и лонгистов, и шортистов. Вот на CoinGlass можно посмотреть ликвидации. За последние 24 часа ликвидировало 550 миллионов. Это только ликвидации, то есть тут даже не стопы, а это именно ликвидация, то сколько денег люди потеряли. И бреют в основном сейчас лонгистов, потому что был пролив. Еще ночью были и шортисты, и лонгисты примерно в равных количествах. Сейчас уже лонгистов бреют. Будут брить реально жестко, и надо аккуратно быть с фьючерсами. Самое безопасное это просто купить спот и держать позиции. Также есть такой вот Altcoin сезон индекс. Он уже у нас подходит к отметке Alt сезон, то есть 75. Вот эта отметка в 2021 году. Давайте посмотрим. Вот у нас 2021 год. Этот индекс зашкаливал до 94, 98 был. И так вот смотрите, получается вот он. Начинался тут рост. Март, апрель, май, июнь. Июль началось уже снижение. То есть несколько месяцев будет происходить альт-сезон. И в ближайшие полгода нужно быть максимально в фокусе в рынке. И это возможность для того, чтобы изменить свою жизнь и заработать огромное количество кэша. Но при этом можно все потерять. Поэтому нужно фиксироваться и подходить к рынку с головой. Давайте посмотрим на эфириуме, что происходило в прошлом году, когда начинался рост эфириума. Видите, направление у нас четко вверх. Но посмотрите, какие горки происходят. По этому пути, которые пройдут не все, происходили коррекции на 35%. Вы прикиньте, если сейчас эфир упадет на 35%, да все обосрутся, просто выйдут с рынка. Но направление-то одно, направление вверх. Дальше коррекция, бам, эфир 23%. Сюда. И причем это коррекция, которая происходит не один раз, не два, а много-много раз на протяжении этого пути будут происходить жесткие коррекции, высаживать максимально жестко. И поэтому нужно просто держать, купить. Несмотря на просадки, несмотря на все это, просто держать и попытаться выйти около пиков. Опять же, около пиков нам поможет выйти лишь доминация BTC. Когда доминация BTC опускается, то надо продавать свои позиции. Опять же, когда я буду выходить из рынка, я об этом сниму видео и расскажу вам, чтобы вы тоже оставались в курсе и не остались со своими монетками, со своими фантиками во время того, когда надо выходить. Даже если вы тут продались, потом эфир упал и снова вырос, какая разница? Вы забрали свои монеты, если вы купили снизу, где-нибудь здесь, не на самом низу, где мы, допустим, здесь, то вы уже заработали, и не надо обратно эти деньги, которые вы заработали, ложить в рынок, потому что рынок их заберет. Рынок дал, рынок забрал. Так это работает. Некоторых рынок только забирают те, кто не хотят учиться и понимать, что тут происходит. Но если вы хотите обучаться, то у меня есть закрытое сообщество, которое называется криптобаза. Тут есть большая база курсов. Это все платные курсы, которые стоят $1000, а вступить в мое сообщество стоит $69, и вы эти все курсы сможете получить буквально за $69. Тут у нас есть Dark Trader, есть Cryptology и многие другие ребята, которые торгуют давно в рынке и торгуют в плюс, и вы сможете у них обучиться. Сатоши тоже есть. Все это у нас есть в закрытом сообществе. Также у нас выходят сигналы на спот, сигналы на фьючерсы выходят, инвестиционные идеи, то есть я что покупаю. Airdrop вкладка есть, где я рассказываю о airdropах, в которые захожу, чатик, там, где мы общаемся. Короче, очень интересно будет. Поэтому те, кто захотят, можете вступить в мое закрытое сообщество по ссылочке в описании. Реально, это топовое сообщество, которое я развиваю, постоянно там движуха идет. И если вы хотите присоединиться, то, конечно же, по ссылочке в описании можете это сделать. Ну что, давайте подведем итоги. Ориентируемся, опять же, на доминацию BTC. Скорее всего, она продолжит свое снижение уже 56-77.
и она будет дальше, скорее всего, снижаться, потому что тут мы не закрепились, не проторговались, хотя это про доминацию говорить странно, про торговка, но в любом случае сейчас ликвидность перетекает в альты, будут стрелять в основном старички, потом какой-то еще нарратив, еще. И просто, если вы держите разные нарративы, то просто дождитесь, когда именно ваш выстрелит. Я именно это делаю, я держу эфир даже не начал расти, поэтому, в принципе, у нас направление только в рост. Это у нас получается крипто Total Market Cap, это за исключением BTC и эфира, то есть это альткоины. И альткоины сейчас показывают очень хороший рост, давайте посмотрим на сколько. Ну, это по рынку взято значение. На 78% улетели альты. И дальше у нас направление тоже будет вверх. Когда будет разворот рынка, я тоже постараюсь вам подсказать, когда это может примерно произойти. Опять же, никто не знает, где пик, где дно, но хотя бы примерно возле пика рынка можно попробовать выйти. Ориентируемся на доминацию BTC, ориентируемся на фон, что происходит с экономиками стран, в основном в США влияет на крипту, и за этим всем следим. Об этом информацию я буду публиковать у себя в телеграм-канале, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе всех крипто-событий и зарабатывать вместе с нами. Но надеюсь, это видео было полезное. У меня вышло много новых классных видосиков про Aptos, обзор Aptos. У нас есть обзор Arbitrum и разных других, DOX, ноткоины, как стейкать Aptos. Обязательно все это посмотрите, очень много классных видео на моем канале. Если вы тут впервые, то подписывайтесь, ставьте этому видео лайк, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!